Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и красоты, и в доме, и у вашего дома, и даже в теплице. Не только красоты в теплице с овощными культурами, но и с цветами. Мы сегодня вам покажем и расскажем, как мы высаживаем именно осенью в горшки красивые кашпо растения анимон, вернее, их маленькие вот эти как кусочки угля, ну вот такие маленькие, вы будете сейчас видеть их, как они выглядят. Вот эти маленькие корешочки мы высаживаем именно в горшки. 2 вот октября у нас была посадка, мы вам сейчас это покажем и расскажем, как мы это делаем. И вот эта посадка позволяет нам получить уже в конце января, в феврале у нас начинают в теплице цвести анимоны. Но что мы делаем и как мы это делаем, мы сейчас вам покажем и расскажем. Для того, чтобы посадить анимоны в благоприятную почву, мы должны создать благоприятные условия. Используем радифарм для того, чтобы хорошее укоренение было. Берем по рецепту, там 25 миллилитров идет на 10 литров воды. Вот у нас как раз есть. Хорошенько перемешиваем. Это очень хорошее органическое вещество, которое позволяет получать хорошую корневую систему. И растение получается очень хорошее. Сегодня еще и телец, поэтому мы сегодня высаживаем анимону. Это прекрасные цветы, которые мы вначале вам показывали. И вы попросили рассказать, как мы это делаем. И вот мы сейчас вот это все показываем. Раньше у нас не было вот этого препарата, но мы без него делали. Есть такая сейчас возможность, поэтому где-то виноградина упала. Так, есть. Раствор мы подготовили. Теперь готовим посуду и готовим почвогрунт. Это очень важно, потому что это у нас растения должны будут получать все питательные вещества именно в небольшом объеме. И этот небольшой объем, смотрите, ой, я уже вот тут выставила. У нас тут уже выставлены анимоны, но сейчас я вам покажу, что мы делаем для того, чтобы до момента вот такого выставлено еще не до конца все сделано. Теперь что мы делаем? Мы берем грунт с сада. У нас увлажненный грунт есть. Пока мы лейку сюда, она позже нам пригодится. И нам нужен обязательно вот этот кокосовый субстрат. И добавляем где-то 30% на вот этого садового грунта. Он поливался, там органика была. И сюда добавляем в эту землю и хорошенько перемешиваем. А теперь покажем вам, куда мы собираемся высаживать наши прекрасные вот эти угольки-корешки. Используем вот такие красивые кашпо. Они симпатичные, и объем у них 7 литров, довольно-таки хороший объем для того, чтобы развивалась хорошо корневая система, для того, чтобы здесь могли в течение нескольких месяцев наши растения расти, цвести. Ну, естественно, мы их и потом и подкормку им даем. Это уже когда цветение начинается, обязательно калий, магний. Но сейчас вот эти горшки готовим и на дно устанавливаем вот эти кусочки полистирола. Они у нас уже заранее подготовлены, много лет используются. Они очень хорошо, легкие такие. И теплота, кстати, зимой снизу тепло сохраняется. И нам они очень нравятся, и цветам нашим очень нравятся. И пропускают, естественно, лишняя влага уходит вниз через дно кашпо. Там есть маленькое такое отверстие, куда все вот эта лишняя влага будет уходить. Итак, мы берем землю, нашу садовую землю, где были и листики перегнивали, хорошая такая земля. Естественно, мы соединяем эту землю с обязательно кокосовый субстрат используем. Нам нравится именно с кокосовым субстратом, если что-то есть другое. Но помните, нельзя делать, чтобы был кислый торф. Ни в коем случае не используйте кислый торф. Или
Если вы будете кислый торф использовать, тогда они погибнут. Мы уже имели такой опыт. Поэтому лучше всего кокосовый субстрат, никакой там соли нету, перепроверили, даже на вкус перепроверили. Хороший, качественный кокосовый субстрат дает прекрасный результат. 30% кокосового субстрата и 70% вот этой садовой хорошей земли, черной такой земли. Перемешиваем и засыпаем в горшки. Естественно, чуть-чуть уплотняем почву, для того, чтобы она, если не уплотнять, будет потом садиться, и наши корешочки, слишком большой объем будет сверху в горшках. Мы оставляем только столько, сколько нам нужно будет для полива, чтобы удерживать вот эти растения в нормальном состоянии. Засыпаем землю и уплотняем, еще раз засыпаем вот эту почвогрунт уже готовый. И никаких, кстати, удобрений, ничего мы не ставим. У нас есть же Радифарм достаточно, в нем есть все составляющие, необходимые элементы питания для того, чтобы растения, корни хорошо начинали развиваться и наращивалась корневая система возле этих маленьких угольков корешков. И проливаем вот этим раствором Радифарма. Мы хорошо пролили, видите, у нас влажный грунт. Теперь надо выровнять площадочку для того, чтобы выложить красиво цветочки. Высаживаем мы сверху и присыпаем всего-навсего 1 сантиметр земли. У всех есть такая, и я вначале делала ошибку, когда высаживала глубоко, 2-3 сантиметра. Нужно, вот сейчас я вам покажу, как я это делаю. Вот смотрите, я в флориуме покупаю анимоны каждый год, свеженькие, красивые. Вот есть по сортам, но меня не интересуют сорта, меня интересуют сами растения. И смотрите, здесь есть секрет такой. Сложно, вот смотрите, да, как будто бы казалось бы, ну как ее посадить тут? Где тут верх, где тут низ? Очень сложно. Ну, когда уже знаешь, когда выращиваешь, то уже можно узнать, вот это должен быть верх. Но чтобы не допустить ошибку, если посадить верхом вниз вот так, то получится, что растение может не пробиться и не будет расти. Поэтому я всегда беру вот так боком высаживаю. Вот смотрите, у нас вот это верхушка. Видите, я-то сама запуталась даже. Вот верхушка, да, правильно. Вот. Можно подумать, что это верх, а это низ. Но чтобы не было проблем, видите, я беру и высаживаю боком. В любом случае, оно все равно, это растение пустит корешочек. Здесь уже четко видно, видите, здесь корешочек маленький внизу, а это верхушка. Но все равно, даже так, если вы не знаете, нужно бочком высаживать. Не сплошмя вот так, а вот так тоненькие вот такие кусочки. Выкладываете их. Здесь тоже вот это будет верх, а это низ. Вот здесь видно, что было растение. Вот. Но все равно можно вот так выложить его боком, и будет 100% схожесть. А здесь вообще сложно понять. Скорее всего, здесь у нас будет росточек, но мы берем и выкладываем вот так, таким образом, боком, вот бочком. Не сплошмя вот так, а бочком. Вот, бочком, и обязательно получится, что где-то все равно будет растение, пойдет с одной стороны или с другой. Обязательно мы даем возможность со всех сторон, чтобы были всходы. Выкладываем мне на такой большой горшок. Нужно 15 растений. Получается очень красиво. Видите, разные сорта, мы их смешиваем. Каждый сорт имеет свою особенность. Вот эти совсем маленькие, тут вот поди знает, да, что, где, как. Очень сложно его разузнать. Но что мы делаем? Мы снова же бочком выкладываем, видите, бочком. Тоже этот же у нас сложность есть, поэтому мы вот таким образом. Мармеладки такие. Выкладываем их. Вот. Здесь вот это должен быть верх. Но кто его знает? Если вы впервые это делаете, меня просто спрашивали, что не получается. Вот это должен быть верх, но мы все равно вот так бочком его выложим. И здесь должен вот здесь быть верх, но мы снова бочком его выложим.
Здесь можно еще спокойненько выложить. Ну, где-то у меня штуки. Здесь еще 3 штучки надо выложить. Вот еще другой сорт. Просто как камушки. И попробуй в этих камушках разберись. Вот это должен быть верх. Мы сейчас вот так боком. Здесь должен быть вот это вверх. Вот снова же боком. Я вот так наловчилась их высаживать. Так. Ну и здесь, в принципе, достаточно. Еще можно на серединку, чтобы красиво было. Этот вообще непонятно где и что. Поэтому тоже бочком его. Вот. Есть такое дело. Дальше что мы делаем? Мы уже увлажнили. Есть здесь уже витаминчик. Но нужно сверху вот этот сантиметр земли с кокосовым субстратом еще уложить. Поэтому берем нашу влажную землю и легонечко присыпаем. И теперь выравниваем. Здесь получается сантиметр. Даже полсантиметра, если я сейчас еще увлажню чуть-чуть, чуть-чуть буквально пройдусь, слегка, чтобы сверху тоже. Ни в коем случае не замачивайте, потому что в интернете есть такие записи, что вот надо замачивать, и тогда будет хороший результат. Ни в коем случае никаких замачиваний. И теперь остается только вот этот грунт, чуть-чуть присыпаем для того, чтобы тут как можно больше уже сверху кокосового субстрата, для того, чтобы не засыхало, не сильно пересыхало. Поливаем очень редко. Сейчас осень, уже нету сильной жары, и поэтому вот так. Все, вот это посажены уже анимоны. И остаются они у нас на улице под открытым небом. И только когда будут морозы, мы тогда занесем их в теплицу. Пока они естественным путем себе растут, и естественным путем они здесь находятся у нас, укореняются на улице. Вот и подошло к завершению наше сегодняшнее видео. Мы показали, как мы это делаем, высаживаем. Еще не поздно, можно еще будет и в ноябре месяце посадить. Самое главное, чтобы были вот эти условия, чтобы не промерзали наши цветочки. Мы в теплице, заботимся о них зимой. Ну а до морозов естественный, особенно природный такой фон должен быть. Никаких вот укрытий на улице не делаем. Сейчас они уже начинают всходить, но, естественно, они остаются на улице, укореняются, и тогда перед морозами мы их будем заносить, и при необходимости только укрывать, если сильные морозы, только агроволокно еще будем укрывать их. А тем временем они укореняться будут и радовать нас своими красивыми цветами уже в феврале, марте, апреле, когда еще на улице такая неприятная погода, а в теплице очень такой веселый, хороший настрой, весенняя такая погода, весенняя радость от этих прекрасных цветов. Позитив, буквально позитивом и радостью и счастьем наполняется душа, когда видишь глаза этих цветов. Всего вам самого доброго. Если есть желание, высаживайте. Кстати, в доме они не получаются. Чтобы вы знали, им надо больше естественный, природный вот этот фон. До новых встреч на нашем канале. Всего вам самого доброго. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра, та краси у вашому житті, краси від квітів, які можна посадити біля будинку, можна посадити на підвіконні, вирощувати, і посадити в теплиці, як ми це робимо, але не в саму теплицю, а ми вирощуємо в кашпо, в великих горшках саме ці квіти і висаджуємо їх вже восени, і в даному випадку в цьому році посадили 2 жовтня, і сьогодні ще один горщик 21 жовтня в Козирозі теж посадили анемони.
Це такі на вигляд корінці, як ніби це вугілля, кусочки вугілля, дуже цікаві. І треба знати, як їх посадити, що для цього зробити. Ось ми сьогодні вам дамо відповідь. До речі, можна і продовжувати посадку, але це треба робити до зимівлі. Вони в нас на вулиці знаходяться, а перед морозами тоді ми заносимо вже в теплицю. Там, якщо сильні морози, то робимо таке укриття ще агроволокном, але вони вже не бояться взимку в теплиці, полікарбонат, тих холодів, тільки сильні холоди, вже морози, то треба ще накривати вночі. А вдень сонечко піднімається і гріє, і наші квіти дуже гарно себе почувають і радують. Коли на дворі мороз або така слякоть, неприємна погода, заходиш в теплицю і кожна квіточка тобі посміхається і дарує ці приємні моменти позитиву. І радість, і щастя наповнюють нас своїми квітами, ці чудові анемони. Подивіться, що ми робимо і як ми це робимо. Будемо висаджувати отакі гарні горшики. І у нас вже підготовлений, знизу буде отакий, таке дно укрите. Це у нас полістирол. Так. І беремо з саду землю і сюди додаємо 30% кокосового субстрату. Це дуже важливо для того, щоб корінці були в пухнастій землі. І гарнесенько все це перемішуємо. Земля повинна бути, у нас тут нічого не росло. Місце спеціальне там, де була органіка, листочки в минулому році. І заливалося все літо. І бачите, який пухкий, дуже гарний ґрунт. Для цих квітів обов'язково треба зробити такий от гарний ґрунт. Тому що у цьому ґрунті будуть корінці будуть тут живитися з цього ґрунту і потім будуть гарні квіточки. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо цей ґрунт готовий і будемо зараз засипати у горшок. От. Беремо горшок і засипаємо. Бачите, ґрунт вологий. Трошечки отак уплотняємо. Так. І тепер ще треба його зволожити для того, щоб земля трошечки була більш щільна. І цим же розчином ми, бачите, проходимо по горшку. У нас і полив зразу йде ґрунту, і ми якраз цей час забезпечуємо необхідними поживними речовинами наші рослинки, наші корінці. Ми насипали землю в горщик, а тепер замочимо водичкою із радіфармом, з підживленням для розвитку кореневої системи. Небагато, потрошечки, щоб не сильно витікало. І тепер можна ще зверху, треба зверху, отак засипати цим же ґрунтом, який ми приготували. Для чого це ми робимо? Для того, щоб була пухка оця основа, як матрасик пухенький буде. І тут ми зараз будемо викладати наші корінці, камінці, анемони. Вони дуже важко в них дізнатися, де в них верх, де в них низ. Ось тут зрозуміло, тут у нас корінець, а тут зверху буде йти листочок і потім буде квіткова гілячка йти. Ми її садимо по центру. Якщо ви не розумієте, де у вас верх, де низ, дивіться, тут теж зрозуміло, це корінець знизу, отут буде у нас йти листочки та гілячка. А у цього маленького взагалі нічого не зрозуміло, що тут де буде. Тому ми бочком таким, боком, не сплашмя, а боком кладемо. Якщо ми кладемо боком, то обов'язково, якщо тут буде рослинка йти, якщо тут, або тут, вона обов'язково піде. Збоку тут точно немає.
Воно або таке вугіллячко, що, бачите, воно або зверху, або знизу, це корінець. Ось тут зрозуміло, що це буде верх. Це видно, я вже просто знаю. А це у нас низ. І це можна спокійно посадити правильно, отак, зразу вже. Не заглиблюємо дуже глибоко. Так, тут теж зрозуміло, це верхушка, це верх. Так, тут у нас, це у нас, а тут, бачите, теж видно, що тут була у нас квіткова гілячка, квітконос. І тут листочки, ми теж це садимо правильно. Тут теж видно, це я бачу і розумію, кладу. Якщо не бачите і не розумієте, то треба класти боком. Ось бачите, тут я знаю, що це тут буде у нас звідси йти рослинка. Оце у нас такий корінець. І для цього, а якщо ви не знаєте, то дивіться, якщо ви отак покладете боком, от як я зараз кладу, якщо боком, бачите? Так. То він обов'язково теж буде пустить, листочки підуть і буде рослина рости. Тут добре видно, що це у нас тут ось верх, а це низ. Кладемо його так, цю земельку. Теж видно, оце видно, що це верх, а знизу оце корінець. Кладемо тут. Тут видно, бачите, це таке от, немає, тут малесенькі волосиночки, а тут верхушка, тут видно, що тут будуть листочки йти. В будь-якому випадку, коли не знаєте, то треба обов'язково боком, отак. Якщо буде йти або звідси, або звідси, або звідси, обов'язково піде. Ось я знайшла, ось тут воно буде. Але якщо отак покладете, обов'язково будуть сходи. Рослинка буде рости. Ось у нас ще одна. Теж боком, бочком. І ще одну. Тут видно, добре видно, бачите, що це верх, а це низ, корінець. Так, і тепер ми беремо і зверху присипаємо. Зверху повинно бути 1 см. Не слухайте нікого, що треба 2-3 см. А якщо буде сильно глибоко, зразу ж кажу, я вже так садила глибоко, десь 70% пропаде, а 30% вийде. Ось таким чином, дивіться, ми посадили анемону. Оце вся посадка. І тепер, що саме головне зрозуміти, ми залишаємо на дворі. Сьогодні 2 жовтня 2023 року, знак Телець, після спаленого шляху місяця. Гарний час для посадки вершків та корінців. Дуже гарно укоріняються квіти, і потім дуже гарні квіти, ви вже у нас бачили, скільки років ми вирощуємо. І маємо взимку вже квіти. Вони будуть знаходитися до моменту, коли будуть перші морози. Вони тут і трошки прокльовуються, вже починають з'являтися листочки. Коли з'являються перші морози, ми тоді заносимо в теплицю. Якщо знову повертається тепло, винесли з теплиці на двір, щоб вони все-таки були і під сонечком. А вже коли холодно, в грудні місяці наші оці вази залишаються в теплиці. Далі ми поливаємо тільки взимку десь раз на місяць або 2 рази на місяць. Дивимося по землі. Якщо пересихає, тоді ми підливаємо, поливаємо водичкою і ці рослинки ростуть. Далі просто будуть якісь підживлення там необхідні, ми обов'язково їх проводимо. Але дуже гарно цей препарат Радіфарм, дуже гарно він коріння дає і дає дуже потім гарні квітки. А для того, щоб гарно квітли вже самі квітки, тоді ми даємо таке добриво калій та магній. Це для всіх квіток під корінь розводимо, і ці 2 елементи живлення дають дуже гарні квітки. Ось така посадка, ви просили розказати, ми розказали, показали, як ми це робимо. Ми сьогодні 2 жовтня посадили анемони. Анемони, які нас будуть чарувати і наших глядачів, починаючи з кінця січня, лютий, березень і до кінця квітня. Ось і підійшло до завершення наше сьогоднішнє відео. Бажаємо вам успіхів в посадці цих рослин.
Купуйте її. Зараз розпродаж у деяких маркетах є, інтернет-маркетах. Ми теж використовуємо інколи розпродажі, але це буде цвітіння трохи пізніше, якщо в листопаді посадити, але воно буде і дуже гарним буде. Якщо у вас є теплиця, то використовуйте теплицю для того, щоб отримувати ще гарний настрій, наповнювати свою душу, своє тіло оцим гарним настроєм, гарною енергією, позитивною енергією щастя. Хай вам щастить у всіх справах, усіляких вам гараздів. До нових зустрічей на нашому каналі.